Всем привет, ребята, вы на канале Ассортимент. Сегодня мы будем готовить нашу прикормку для рыбалки. Основа для прикормки у нас будет пшено. И добавлять мы будем туда прикормку карась-карп, ванильную, сладенькую и, конечно же, гейзер. Еще мы добавим сухарей, пару пачек и активатор клёва мотыль. Но это не обязательно, это я так уже добавляю, видел, купил. Чтобы сварить пшено, нам еще понадобится мед и соль. Для чего нам надо мед и соль? Для того, чтобы в жару пшено не скисло. В принципе, вот и все. А вкусовые рецепторы все добавляют наши прикормки. Так, приступим к приготовлению пшена. Я использую такую вот кастрюлю на 5 литров. Добавляем 2 литра воды. Так, это вторая налитая литра. Это все на килограмм пшена. И включаем нашу плитку. Пусть закипает. Так, как видим, вода уже закипела. Теперь мы берем соль и добавляем пол-ложки соли. По крайней мере, я добавляю столько. Размешаем хорошо, чтобы соль растворилась. И добавляем наш килограмм пшена. Теперь ждем, пока пшено наше закипит. И немножко убавим огонь. Сделаем поменьше, чтобы еле-еле кипело. Что хочу сказать, ребята. Даже когда я уменьшаю огонь, я все равно постоянно мешаю. То есть, когда я засыпал пшено в кастрюлю, я уже не останавливаюсь, мешаю до тех пор, пока оно не сварится. Потому что малейший, как говорится, промах, и все, и каша не получилась. То есть, если даже хоть чуть-чуть где-то кашка пригорит наша, это уже все, ребята. Ничего не получится. Так, вот мы видим, кипит, и убавляем наш огонь. Вот мы убавили до 800, и до 800 теперь я буду варить до конца. Многие спросят, почему я варю 2 литра воды килограмму пшена, потому что в основном варят пшено 1 к 1. Я хочу сказать, чтобы оно сильнее разварилось, и в конце я его просто промываю. Все, сейчас вам покажу. Я уже варю примерно 5 минут, и наше пшено начинает понемножку набухать и увеличиваться в размерах. Варим дальше. Так, прошло примерно минут 10-13 где-то. Точно не засекал. Я всегда смотрю по самой каше. И каша потихонечку подходит к логическому концу. Вернее, к логическому приготовлению. Так. Еще где-то, наверное, минуток 5. И каша готова. И, конечно же, я вам все покажу. Так, ребят, нашу кашу мы уже довариваем. Как понять, что варить хватит? Смотрите, когда ты двигаете лопаткой кашу, должно быть видно дно. Вот в нашем случае уже, вот, если заметите, видно немножко. И мы видим, что воды уже практически нет. Так, еще чуть-чуть довариваем. Почему я варю кашу сам? Потому что я никогда никому не доверяю. Потому что это самое важное в рыбалке. Сварить кашу. Могу доверить все покупке. Вот, мы видим, смотрите, видно дно. Вот, оп, все, каша мы выключаем. Что дальше? Дальше мы не останавливаемся мешать. Пока кастрюля немножко не остынет, мы продолжаем мешать. Не дай бог, где-то что-то пригорит, это, ребят, кошмар. Все, каша испорчена. Так что, поэтому я никогда никому не доверяю. Я лучше постою, помешаю. Я не останавливаюсь мешать ни на секунду. Только всыпал пшено, и я мешаю без остановки. Так. Сейчас мы еще немножко помешаем и начнем промывать, чтобы снять клейковидность. Вот так вот. О, вот сейчас четко видно, что видите. Видно дно. Каша готова. Все. Кашку снимаем нашу. Отлично. Так, теперь наливаем холодной воды. Размешиваем. Теперь берем такую сеточку и
начинаем выливать сюда наше пшено. И промываем. Не сильно, чтобы хоть чуть немножко клейковидности надо, чтобы осталось, но все равно. Так, все, есть. И теперь высыпаю в наше рыбацкое ведро. Смотрите, прикол получился, забыл добавить мед. Ну, будем надеяться, что сегодня жара будет не сильная и каша у нас не пропадет. Мед я в основном добавляю не для вкуса, а для того, чтобы каша не пропадала. Ну и, конечно, чтобы немножко был вкус. Смотрите, многие спросят, почему я промываю пшено. Потому что оно, чтобы рассыпалось, чтобы высыпалось из кормушки всегда. Если пшено не промыть, оно встает такое клейковидное, и ты вытягиваешь кормушку, и оно всегда, оно даже не остается там. То есть оно всегда в кормушке до такой степени. А когда оно рассыпчатое, мы с помощью прикормок добавляем сюда прикормки и панировочные сухари, оно получается хорошо держится и тем не менее рассыпается в кормушке. Это я уже использую миллион лет, так делаю всегда. Я пшено промываю. Смотрите, мы уже промыли пол нашей кастрюли пшена вареной. И я, когда промываем половину, я добавляю первый раз прикормки магазинные, чтобы потом было легче размешать, типа слоями. Вот они. И мы давайте начнем добавлять карасик и карп. Вот универсальная. Рыбачить мы будем на карася и карпа и добавим ее сладенькой, ванильной. Высыпаем примерно полпачки. Хочу сказать, это бюджетное приготовление прикормки. Потому что я хожу довольно часто на рыбалку, сейчас никуда не ездим. А где мы ловим, в принципе, я уже все знаю. Гейзер мы используем кукурузный, если есть. Почему кукурузный? Потому что, как мы знаем, карп любит у нас кукурузу сладенькую. Делаем два в одном. И ваниль, и кукурузка, и получится как бы сладкий кукурузный вкус у нас. Плюс гейзер. И добавляем пачку панировочных сухарей. Очень хорошая штука, советую. Добавляю в каждую прикормку. Единственное, я их не добавляю в ту прикормку, в которую использую макуху. И теперь вот такой вот активатор клёва. Мы его, бывает, берем, добавляем, пробуем. Тоже высыпаем полпачечки. И теперь давайте промоем вторую половину, высыпем сверху. Все, мы промыли все пшено наше. И теперь добавляем остатки наших прикормок. Высыпаем гейзер. Гейзер, еще раз напомню, у нас кукуруза. И карп-карась у нас ваниль. Как вы понимаете, эти вкусы сочетаются. То есть в идеале у нас получается сладкая кукуруза плюс гейзер. И добавляем вот такой вот прикормочки активатора клёва еще раз. И остается у нас еще одна пачка панировочных сухарей. Советую, дешево и очень эффективно. Так, и теперь хорошо перемешиваем. Немножко расскажу про мед, потому что я вступил. Мед я добавляю уже, когда кашу довариваю. Но если вы за место меда, например, захотите добавить сахар, тоже годится очень. Кстати, просто у меня есть мед, я добавляю мед, типа для вкуса. Но на самом деле это все добавляется для того, чтобы каша как можно дольше не скисала. Потому что все вкусовые, назовем так, характеристики добавит прикормка. Так вот, когда хорошо перемешаем, у нас останется последний штрих. Этот штрих — прийти на озеро, на водоем, на речку и добавить речной воды сюда. Оно довольно сухое получается, но когда мы добавляем воды как надо, и тогда оно начинает вставать как надо. Хотя и сейчас, как мы видим, оно уже липнет. В принципе, вот такая вот прикормка, ничего сложного. Я, бывает, экспериментирую, например, добавляю макухи. Но сегодня вот такой вот решила вариант. Это реально бюджетник, все довольно дешево. Цену не буду говорить в гривнах, но в долларах это примерно где-то $3. Обошлась мне вот эта каша. Потому что курс постоянно меняется, а в долларах это $3. Вот, то есть, чтобы пойти на рыбалку, плюс снасти все у меня есть, и вот на кашу я потратил $3.
Вот теперь мне примерно, чтобы отбить эту кашу, мне надо поймать 2 килограмма карасей. А если поймаю там коробчука, то вообще отобью всю кашу. Так, ребята, вы были на канале Ассортимент. Кому понравилось, ставим лайки. Вот такая вот каша, на которую я ловлю. Как вы видите, ничего секретного или особенного здесь нету. Все на самом деле просто. И вообще все гениальные рецепты — это самые простые рецепты. В следующем видео мы с вами еще сделаем один рецепт каши. Очень интересный, очень уловистый. На этот рецепт я в основном ловлю карпа. Так что ждите следующих видео. А сейчас смотрите, какой улов получился на данную кашу. Вот такие вот карасики, бутусики. Жалко, карпик не клюнул, но тем не менее карасик крупный. И клювало хорошо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.